Приветствую на канале MAF. Сегодня я покажу 9 необычных арт-объектов в метавселенной Decentraland. Все они были созданы для фестиваля MAF Metaverse Art Fest, который проходил в начале 2022 года. Сейчас вы их уже не найдете, так как 23 января мероприятие закончилось. Поэтому единственная возможность узнать, как выглядели арт-объекты, досмотреть это видео до конца. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. MAF Metaverse Art Fest — это первый арт-фестиваль в метавселенной, организованный российской компанией. В ноябре 2021 года агентство MAF Metaverse завершило первый этап онлайн-хакатона в Decentraland. На протяжении 3 дней 18 команд из разработчиков и дизайнеров строили арт-объекты для метавселенной, а затем 23 декабря их могли увидеть все желающие. Давайте тоже на них взглянем. Meta Ecology – это игра на тему раздельного сбора мусора. Пользователям необходимо было успевать собирать выпадающий мусор и правильно распределять его по бакам. И все это на время. Перед баками была расположена планета. В зависимости от правильности действия игрока, она либо принимала естественный вид, либо становилась красной. Beat Killer – это хай-тек пирамида с неоновыми огнями и анимированным шаром наверху. Дизайн вдохновлен темами масонов, киберпанка и зиккуратами нежити из игры Warcraft 3. Пользователи попадали внутрь пирамиды через вход, оформленный в виде портала в пустоту. Там посетители могли сыграть в ритм игру. При успешном ее выполнении пользователи набирали достаточно баллов для получения уникального NFT, а если баллов было недостаточно, то они все равно могли его купить. Киберхрам. Арт-объект представляет собой игру-головоломку в сеттинге фильма «Матрица». Ее основная инсталляция – платформа в виде кальмара, которую можно управлять дистанционно с помощью пульта управления. Кальмара можно было рассматривать как арт-объект, либо использовать его для создания игровых механик. Создатели проекта говорят, что постарались сделать его жутко прекрасно. По их замыслу, пользователи при виде объекта должны были интуитивно задуматься о жизни и смерти, что реально, а что нет. Museum of Time – это музей, в котором пользователи могли путешествовать во времени при помощи специального лифта и при этом самостоятельно выбирать, в какую эру отправиться. Когда двери лифта закрывались, начиналось приключение. Всего в музее было представлено 5 эпох: Каменный век, Древний Египет, Древняя Греция, Средние века и эпоха открытий. В каждой из них были интерактивные объекты, такие как доставание меча из камня или разжигание костра. Crypto Chess – всем известная игра в шахматы, выполненная в стиле киберпанк. Но вместо черных и белых фигур на доске сражаются фигуры, выполненные в дизайне Ethereum и Binance. Здесь пользователи могли играть друг против друга, а против компьютера нет. Более подробный обзор на эту локацию уже есть на нашем канале. В нем мы также рассказали о новом виртуальном футбольном стадионе Манчестер Сити и обсуждали другие спортивные новости, связанные с метавселенной. Ссылка есть в описании. Non-Euclidean House – это квест, который демонстрировал возможности неевклидовой геометрии. Задача пользователей состояла в том, чтобы переставить кубок с полки на стол. Игроки заходили в небольшой дом, а оказывались в большом зале с бесконечными коридорами и развилками. Пространство было устроено таким образом, чтобы нарушать привычные физические законы. Например, просто обходя столб, можно было аномальным образом попадать в новые комнаты. NFT-галерея «Молчаливые свидетели времени». Создатели описывали ее как образ на стыке архитектуры и арт-объекта. Посетители поднимались по ступеням пьедестала к объекту, парящему в 3-5 метрах в воздухе. Поднявшись, они видели, как нижняя грань объекта образует воронку, которая устремляется к самой вершине. Это портал, точка переноса во внутреннее пространство галереи. Meta Music Sequencer – это помещение с интерактивным музыкальным секвенсором, в котором можно было вместе с друзьями создавать свою музыку. А в центре помещения был расположен 3D арт-объект мета-дерево, которое и воспроизводило музыку. Послушайте, какие мелодии здесь получались. Аэрохоккей – простая и знакомая всем игра, размещенная на стилизованной локации. Архитектура здания отсылала к авиационной тематике, а на его куполе был расположен вентилятор реактивной турбины.
авторы всех этих объектов смогли бесплатно выставить их в Decentraland во время арт-фестиваля MAF Metaverse. Это уникальная возможность, так как стоимость Земли в этой метавселенной составляет в среднем 10 тысяч долларов. Кроме того, объекты создавались на хакатоне, во время которого участники еще и практиковались в разработке и 3D дизайне. Если вы тоже хотите научиться создавать свои объекты в метавселенной, то в этом вам поможет обучающий курс от MAF Skills. Вы познакомитесь с разработкой в Decentraland и даже спроектируете свой первый объект. Также есть и много других полезных курсов, от криптовалют до биохакинга. Все они полностью бесплатные, так что переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на MAF Skills. Пишите в комментариях, какой арт-объект вам понравился больше, а также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорого!